Всем привет! В сегодняшнем нашем ролике я буду использовать необрезную доску массива сосны. Самым первым делом я хочу сделать из необрезной доски обрезную. Для этого буду использовать вот такой вот шаблон. Вот в этом приспособлении нет никакой хитрости. Вот, она идет вдоль диска. А уровень упирается в это вот ребро. Тем самым выставляем край нашего приспособления там, где будет идти распил. То есть вот этой части у нас не будет, у нас просто отрежется. Одну сторону доски мы обрезали, теперь продолжаем дальше. Обрезаем вторую сторону. Ранее нарезанные заготовки пропускаю через рейсмус. Боковые стенки немножко обрежу по линии. Создадим, так сказать, небольшой изгиб. И закругляю все нарезанные заготовки фрезером. Вот такой фрезой. Сейчас все нарезанные части потихонечку начинаю собирать воедино. Почти готова лицевая часть. Осталось ее пробить гвоздями. Продолжаю сборку. Заднюю стенку я еще не крепил. Хочу сейчас перейти к верхнему. Здесь я наметил точку. Сейчас высверлю сверлом Форстнера под крепление для бокала. Два отверстия у меня просверлены. Сейчас я выпилю лобзиком вот эту вот часть с одной стороны и также эту часть с другой стороны. И как обычно, все скругляю фрезером. Нейлером полностью соединил все воедино. Вырезал квадрат 10 на 10. В центре просверлил отверстие, прорезал также лобзиком. И это у нас будет подвес для бокала вина.
Шпаклевкой по дереву замазываю все отверстия от нейлера. На задней стенке креплю подвесы, заранее высверлив отверстие под саморезы. Окрашиваю все водной морилкой через пистолет. Ну вот, друзья, морилка у нас уже подсохла. Кстати, морилку я миксовал колер сам. В ней состоит эбен, лиственница и махагон. Как вы видели, делать ее совсем не сложно. Главное пересилить свою лень. А на сегодня все. До скорых встреч, друзья. Всем пока-пока.